Всем добрый день. Я хочу рассказать вам о женщине, которую вы видите на экране. Перед вами луналикая султанша Кёсем. Я на самом деле всегда интересовалась биографией, историей сильных личностей, сильных женщин. Почему именно сильных женщин особенно? Потому что в нашем мире быть сильной женщиной непросто и нелегко. И пересуды вокруг сильных женщин всегда были, есть и будут. И особенно исторических личностей. Вот это портрет ее прижизненный, насколько говорят историки и современники ее времени. Это прижизненный портрет Кёсем. Кто она была? Некоторые итальянские путешественники и также посол Венеции, описывая ее, говорит, что по слухам она была либо гречанкой из острова Торос, либо она была дочерью армянского священника из Греции. Но до конца неизвестна ее биография, кем она была, кто она была, потому что попала она во дворец султана в 13 лет. В 15 лет ее определили в гарем, пока что прислужницей, но своей красотой, умом и смекалкой она очень сильно отличилась от других женщин. В отличие от великой, сильной Хюррем, Кёсем была очень красива. Хюррем красива в сериалах, потому что режиссер всегда рассчитывает на интерес зрителя, и некрасивую женщину никто смотреть не будет. Симпатизировать тем более. Она должна быть красивой. Однако в жизни Хюррем не была красивой. У нее была очень сильная асимметрия лица, кривая улыбка. Говорят, что нрав был не особо задорной и веселой. Она была султаном, за что и получила это имя Хюррем, смеющийся. Некоторые ее называли смеющийся убийца. Она была где-то жестока, где-то милосердна, но в отличие от Хюррем, Кёсем была очень красива. Но их объединяло одно, они были умные и все время старались узнать больше. Это женщины, которые искали знания. Потому что глупые женщины рассчитывают на свою красоту, на тело, то, что стареет, и то, что может потерять, скажем, свою привлекательность со временем. А умная женщина всегда копит знания, опыт. То, что никто не отнимет, то, что не уйдет, и то, что останется у нее всегда. Так вот, в отличие от Хюррем, она правила одна. Она была незамужняя женщина. После своего мужа, сейчас дойдем до этой истории, она правила одна с детьми. Ей нужно было защитить своих детей любой ценой. Биография Кёсем начинается с того, когда султан Ахмед замечает ее, и, естественно, ее приводит к нему. По традиции того времени в Османской империи, как только султан замечал одну из наложниц, она становилась любимицей, она поднималась вверх этажом, жила уже в особых покоях для фавориток, и ей больше не поручали никакие дела и работы. Ей давали прислужницы, она уже была одна из его любимых наложниц. То случилось и с Кёсем. Почему он назвал ее Кёсем? Дело в том, что прозвище Кёсем прилипло к ней не сразу. Это прозвище ей дали после, через несколько лет брака с султаном Ахмедом. Вначале ее называли Махпейкер, луналикая. Говорят, что она была настолько красива, что смущались и дворцовая стража, и послы, которые потом ее видели.
Особенно одно описание венецианского посла. Интересно звучит. У этой женщины были невероятно красивые руки. Она ходила горделиво, зная свою особенность, зная, что у нее особое положение во дворце. Она была влюблена в себя, но она была настолько ядовито красива, что я бы сравнил ее красоту с ядовитым цветком. То есть она не просто была красивой, в ней было нечто такое демоническое, пугающее. В то же самое время не забывайте, что когда человек слишком умен и слишком красив, к нему начинает уже относиться с подозрением. Потому что не может быть, чтобы человек был и умный, и красивый. Так считается. Так вот, все началось с того, что она стала третьей или четвертой наложницей Ахмеда, потому что она не была первой его наложницей. И до того, как он на ней женился, у него уже были дети, и после, в ее время правления они появились. В то время смерть не спрашивала ни богатых, ни бедных, косила всех, и поэтому постоянные вот эти эпидемии оспы и прочее убивали детей и во дворцах, и в крестьянских домах, поэтому у Ахмеда умерло несколько сыновей. Однако известно, что первая жена Махфируз Хатун, что переводится «лунная бирюза», она ему родила сына Османа. Другая, Гюльбахар, родила другого сына, Баязета. Но кроме всех прочих, у Ахмеда был еще и брат Мустафа, которого он помиловал, не убил, не казнил по закону Фатиха, завоевателя их первого султана Мехмеда Фатиха. Любой султан, который, то есть после отца он наследовал трон, должен был убить своих братьев. Жестокий закон, страшный. С другой стороны, это обеспечивал порядок. Хочу вам сказать, что вопреки всему, все-таки в Османской империи была некая справедливость. Раб, который служил своему господину, мог со временем стать хоть великим визирем, что в других, скажем, империях это было исключено. В других империях считалась родовитость самое главное. В Османской империи рабыни становились султаншами, рабы становились визирями. И знаете, что самое интересное? Османской империей правили после Мехмеда, можно сказать, абсолютно не тюрки. Потому что если взять любого визиря, любого приближенного султана, любую валиде султан, любую из любимых женщин султана и прочее, они все были инородки и инородцы. Но не было среди них ни одного именно с тюркской кровью. Может, поэтому вот эта перемешанная кровь привела к тому, что нация поменялась, она стала более красивой. Кроме того, вот эти новые вливания крови, они дают очень большой результат и интеллектуальной сфере. Не забывайте, что янычары были мальчики, взятые у других народов в возрасте до 3 лет, воспитывались в особой строгости, в аскетичности, спартанстве, и из них делали фанатичное войско. Это были мужчины, которые всю свою жизнь только воевали. Им не разрешалось иметь семью, им не разрешалось иметь имущество. Это упразднилось во времена султана Ахмеда, постепенно упразднилось, им стали больше давать поблажек, но до этого у них не было таких прав. Они были созданы только для убийства, машины убийства. И благодаря таким вот янычарским корпусам османские султаны очень многое завоевали. Янычарский корпус был упразднен где-то ближе к XVIII веку, когда уже янычары от безделия начали интриги строить с дворцовыми женщинами, когда начали уже любовные всякие утехи устраивать и прочее. Некоторые султанши в истории, именно сестер султанов, известны своими развратами, известны своими похождениями и прочим, прикрываясь как бы своим братом, который был
царствовал на троне. Но такие происшествия были, ну, скажем так, редкость. Это не обыденность, это не каждодневный и повторяющийся феномен, но такие имели место быть. Итак, почему у этих женщин, которые поднялись от ступени рабыни до султанши, такой сильный характер, стремление, воля и жестокость? Дорогие друзья, слава богам, что вас не продавали на невольничьих рынках. Вас не раздевали, не щупали, не смотрели, как скотину. В это время у женщины психика меняется. Она хочет одного – выжить и отомстить за эту боль. И уже ее не волнует, каким способом, как она поднимется. В фильмах показывается, что у них было величайшее счастье стать женой султана и так далее. На самом деле это совсем не так. Не все они любили и обожали своих султанов и шехзаде. Многие из них ненавидели этот гарем и эту атмосферу. Многие из них были вынуждены отречься от своей веры, от своей национальности, от всего, что их связывало с прошлым, для того, чтобы слиться в новый мир, в новый порядок. У них не было иного выхода и выбора. И, естественно, они не просто деформировали свое сознание, не просто они менялись, они становились совсем другими людьми. Оторванные от родной земли, увидевшие смерть родных, близких, увидевшие пожар в родном доме. Это все остается в воспоминаниях, неважно сколько лет человеку. 13 лет, 12 лет, 16 лет. В любом случае рабынь продавали в разном возрасте. И у этих женщин жестокость, отсутствие милосердия проявлялось, потому что их никто не жалел. Точно так же не жалели они. Махперкер становится женой Ахмеда. Она недолго была счастливой женщиной, завоевала его любовь. По разным данным, родила ему 8 детей, не все выжили. Кроме того, она берет под свое покровительство детей от первых жен. Гюльбахара она высылает, забирает сына себе. Махфируз, родившая Османа, умирает, и она забирает ее сына. В то время была очень сильная личность, бабушка Ахмеда, то есть ее вторая свекровь, можно сказать, София Султан, которая была из венецианского знатного рода Бафо. Она была очень властная, самовлюбленная в себя женщина. Рядом с ней очень непросто было находиться. В конце концов столкнулись две сильные личности, Кёсем и София. Поскольку мать султана не играла особо там роли, Хандан, ее звали Елена, она была гречанкой. Вот видите, ни одной нету тюркчанки среди них. Так вот, столкнулись две сильные личности. Венецианка и гречанка начали делить власть. В конце концов победила, знаете, такое выражение, ночная кукушка дневную перекукует. Победила Гёсем. Она высылает ее в старый дворец. Через некоторое время София пытается сделать переворот, посадить на трон Мустафу, своего внука. Это все пресекается очень жестоко, и в конце концов София еще попадает в тюрьму некоторое время. Потом ее снова освобождают. В общем, страсти в султанском доме продолжаются. После того, как не стало мужа, Кёсем, видимо, некогда было оплакивать его. Она ночью издает от его имени указ, останавливает братоубийственную войну. Хотя ее описывают жестоко и бесчеловечно, но не каждая женщина способна это сделать. Ей было выгодно, чтобы убили и брата Ахмеда, да, и других детей. Однако она этого не делает. Мало того, она сажает на трон Мустафу, брата своего мужа, покойного. Она сажает его на трон как старшего в роду, что до этого просто невероятно было. Как же здесь не говорить о справедливости этой женщины?
Потому что у нее были все карты, все козыри в руках. Она могла вполне посадить любого из своих сыновей на трон. Но она этого не делает. Она сажает на трон Мустафу. Однако, поскольку Мустафа был безумен, у него не все было в порядке с головой, с нервами, может, отражалось то, что его держали долго в тюрьме, то, что в детстве несколько раз пытались казнить. Это все отражается на его психике, психическом состоянии. Его мать пытается убить всех детей Кёсем. И ее детей, тех, которых она взяла под свое покровительство, сыновей своего мужа. После такого случается переворот, убивается вся родня Мустафы, а его, значит, заточили в крепости. И она второй раз сажает на трон не своего сына, она сажает на трон Османа, старшего сына своего супруга. Осман был воспитан ею как ее сын. Говорят, что Осман ее очень почитал, называл «моя любимая Валиде». Кстати, об имени Кёсем. Кёсем считается имя самое любимое. На самом деле совсем иное имеет значение это слово в древнеосманском языке. И назвали ее не потому, что она была самая любимая, а потому что Кёсем означает лидер или вожак. И назвали ее так, когда после того, как народ восстал, после длительной болезни султана Ахмеда, и пытался совершить переворот, и Кёсем вышла к народу, и в нее стреляли. Но пуля застряла в ее амулете, и она не умерла. После этого ее назвали вожак. Ее главная цель была спасти династию, защитить династию любой ценой. Почему эта женщина так полюбила народ, который, в принципе, куда ее привезли рабыней? Неизвестно, непонятно. Может, у нее была вот такая широкая душа. Кёсем открывает богадельни. Там питаются по 20 тысяч человек в день. Это огромная цифра, учитывая, скажем, население того времени. Огромная цифра. По нашим меркам, может быть, миллионная, да, цифра сейчас, сегодняшняя, если сегодняшняя. Кёсем управляет страной за спиной сыновей. Она говорит чиновникам и высокопоставленным вельможам: вы и так воруете, и очень много. Ну так отдайте какую-то часть народу, и я закрою глаза на ваше воровство. И начинает в ее вакф, то есть благотворительный фонд, поступать деньги от великих визирей, от санджакбеев и прочих чиновников империи. И она с помощью этого всего помогает людям. Сколько сделала эта женщина для народа того времени, наверное, не сделала ни одна. Даже сама Хюррем со своей знаменитой благотворительностью не сделала столько, сколько сделала Кёсем. Осман садится на трон. Видимо, трон очень сильно меняет людей. Осман высылает ее в старый дворец. Говорят, что внутри нее кипела обида и боль. Но она ничего не сказала. Она уезжает в старый дворец и много лет остается там, все время переживая за жизнь своих сыновей. Нам легко и просто судить со стороны, но вы представьте на секунду, как человек каждый день ложится спать с ужасом и страхом от того, что утром, может быть, ей принесут весть о том, что ее сыновей задушили. С этим надо жить. Она с этим живет. В какой-то момент Осман начинает видеть соперника в ее сыне, Мехмеде. Они, в принципе, очень... То есть они рождены в одно и то же время практически. Несколько месяцев разницы. Просто Осман старше. Начинается подозрение. Поскольку Кёсем была сильной личностью и лидером, она не могла просто сидеть на месте. Конечно, она проводила какие-то встречи. Конечно, она пыталась встревать в государственные дела, что не нравилось ее детям. И Осман приказывает убить Мехмеда. Кёсем не успевает, она не успевает его спасти. После этого она его проклинает, говорит, что после того, что он совершил, она не считает его своим сыном,
и никогда не простит ему этого. И через некоторое время народ, недовольный правлением Османа, может быть, где-то и настроенный как бы с помощью Кёсем, нападает на дворец, вытаскивает султана, его привязывает к ослу, проводят по Стамбулу, издеваются, бьют и в конце убивают. Хотя она в последний момент пытается его спасти. Она пытается его спасти, она чуть ли не своим телом закрывает его, но не получается. Осман был убит. После смерти Османа ее сын Мурат восходит на трон, еще будучи ребенком 11 лет. Естественно, регентом султаната становится Кёсем. Мурат был сильной личностью, но был очень жесток. Многие не понимают столкновений матери и сына, но я могу понять. У сильных женщин рождаются либо сильные дети, либо слабовольные, потому что они своей волей давят своих детей. Давят, лишают всякого свободы мышления и прочее, прочее. Вспомните Екатерину. Но с другой стороны, у них могут рождаться и лидеры, и очень сильные дети. И если бы ее сыновья учитывали опыт этой женщины многолетнего правления и умно использовали, если бы они жили в гармонии вместе, то это были бы самые удачливые султаны. Однако они так не поступают. Они пытаются всеми силами убрать подальше свою мать. Убрать, чтобы она не напоминала им о том, что они зависят от нее. Чтобы она не напоминала о том, что она их спасла. Она с собой их заслонила. Начинается противостояние между Муратом и Кёсем. В конце концов, доходит до того, что уже будучи больным физически, уже немощным человеком, Мурат решает уничтожить всю династию, чтобы не оставить матери ни малейшего шанса правления после себя. Он приказывает убить всех членов мужского пола династии. И случается следующее. Сначала убивают их дядю Мустафу, который был безумен, но это не помешало Мурату его убрать с пути. Потом убивают Касыма, которого он подозревает в желании переворота. До этого был убит Баязет в подозрении о перевороте. Значит, остается Ибрагим. Каким-то чудом Ибрагима пытаются, удается его спасти. Единственная надежда Кёсем. Через некоторое время Мурат уходит в мир иной, и на трон садится Ибрагим. Понятное дело, что Кёсем правит вместо него. Первые годы абсолютно власть Кёсем. Больше никто, кроме нее, не правил государством. Ее великий визирь Кеманкеш, который приписывает любовную связь с Кёсем, была ли у нее связь любовная или нет, она, в принципе, была молодая женщина. Если учесть, что она при правлении Мурата, ей даже 40 лет не было. Она была молодая женщина, по сути. Но были ли у нее любовные связи или нет, история об этом умалчивает. Кеманкеш известен как либо албанец, либо грузин. Еще до конца его национальность, в принципе, неизвестна. Поскольку тогда летописи хранили очень строгое молчание о жизни и биографии великих визирей и вообще великих вельмож империи. Это было очень строго запрещено, поэтому мало что мы узнаем об этом. Верный ей Кеманкеш вначале был для того, чтобы следить за ней, а потом безумно влюбился, гордился ею, восхищался и спешил на помощь при любой ситуации. К сожалению, ей не везет опять. Ибрагим безумен. Он затрачивает всю свою казну на женщин, на
развлечения и более ни на что. Ее единственная надежда – внук. Она сама находит наложницу, она сама воспитала ее, русскую девушку Надю, которую она назвала, как же ее уже с головы вылетела. Ой, Надежду. Вспомню сейчас. Это была ее сноха и жена Ибрагима, которая после с ней разделается. Турхан. Вот. Через некоторое время, когда народ уже восстал против этих всех недозволений султана Ибрагима, ей пришлось его заточить в крепость и назначить внука султаном. Турхан была еще молода, ей еще 20 лет не было, поэтому у нее не было такого опыта и лидера стаи, как у Кесем. Естественно, ее отстранили от власти, и регеншей стала Кесем Султан. Она взяла единственный титул, который не было до нее, и после нее не было, старшая матерь или великая Валиде. И правит вместо внука. Ну, в общем, вместе с ним. Иногда она могла зайти на совет дивана, управлять. Иногда она могла очень беспардонно вызвать к себе визиря и отчитать. И ей это было дозволено, ее все боялись. Через некоторое время Турхан обретает уже силу. И после того, как Кесем поняла это все, начала организовывать новый переворот, но не успела. Ее убили. Почему душили в Османской империи членов династии? Считалось, что кровь династии не должна быть пролита. И для того, чтобы не проливалась их кровь, их убивали таким образом. Кесем убили. Но хочу вам сказать, что народ весь очень негодовал, очень переживал ее смерть. Ее сравнивали даже с пророком. Говорят, 40 дней после ее смерти в тех покоях, где она жила, ставили свечи наложницы в память о Кесем. Почему эта женщина была в то же самое время и жестокой, и настолько добродетельной? Вот как может в одном человеке скрываться такая жестокость, такая сила воли, лидерство, но в то же самое время такое мягкое сердце, столько людей, столько помощи, столько благотворительных, дел, столько школ открытых, столько медресе, столько богоделин для бедных людей и прочее, прочее. Как может в одном человеке сочетаться жестокость и сила и любовь, и как бы благочестивость и прочее, прочее? Я думаю, что может сочетаться. Дело в том, что у сильных женщин очень непростая судьба. И с помощью какой силы воли она держалась, и что ей это стоило, знает, наверное, она одна. Интриги, сплетни, ненависть, желание скинуть, желание настроить детей против нее, смерти друг за другом, издевательства и боль, которые причиняли ей ее собственные дети, которых она защищала. Говорят, что как-то, когда султан Ахмед болел, пришла целительница, и Кесем стала умолять ее спасти мужа. Тогда она сказала: если ты согласна, то я его спасу, но огромной ценой. Ты потеряешь всех, кого любишь. Ты будешь каждый раз терять тех, которых ты любишь и кого полюбишь. Если ты согласна, то я его спасу. Будучи молодой, не понимая, что делает, Кесем дала слово. Она согласилась на это. И муж вылечился.
Но скольких любимых она похоронила за свою жизнь, история умалчивает. Хотя многих из них мы знаем, это ее дети. Эта женщина была очень сильной. Она изливала свой яд на своих врагов, но для народа, для простых людей она была как мать. Она была заботлива, она была с ними честна. Она выходила и говорила: я была других кровей, меня звали по-другому, но я пришла к вам, и я вас полюбила. Сильные женщины, если их сравнить, у них есть талант вести за собой людей. У них есть талант сказать свое слово настолько правильно, четко и в цель, чтобы ее послушали. И вот одна из них была Кёсэм. Ее личность, она настолько обширная, настолько не поддается просто описанию за один раз. И мы многое не сможем сейчас сказать про нее, потому что это очень масштабная личность была. Но как в то время, так и сейчас не так легко и просто подняться и продержаться на этой вершине. Она поднялась и продержалась. Хотя она ушла, но после нее развалилось все, что было создано ею. Что происходило между детьми и матерью? Не любила она их, ненавидела? Я думаю, что нет. Я уверена, что она любила своих детей. Просто как любая сильная женщина, ей было обидно, когда разрушали то, что она с таким трудом создала. И она это защищала. Она это защищала даже от своих детей. Говорят, что когда ей пришлось дать приказ о казни Ибрагима, своего сына, народ требовал, народ бунтовал. Ей пришлось его казнить. Она не спала ночами. Она бродила по комнатам замка, то есть дворца. И говорили, что некоторые боялись за ее психическое состояние, думали, что она сошла с ума. Но она взяла себя в руки и встала. Она должна была быть примером. Если для простой женщины слезы, боль, крики – это обычное дело и ее обычное право, у сильной женщины нет такого права, потому что она все время на виду. Любая ее слеза говорит о ее слабости, и этого не должно быть. Те, которые обсуждают и осуждают такую, как Кёсэм, такую, как Хюррем и других сильных женщин, никогда в жизни не смогли бы достичь и половины того, что смогли эти женщины. В чужбине, абсолютно одинокие, лишенные какой-либо поддержки, окруженные только врагами, сплетниками и интриганами. Эти женщины достигли огромной власти. И я думаю, что их благородство, их сила, где-то даже их жестокость вызывает только уважение. Уважение и память о том, что когда-то были такие сильные женщины, которые не просто не дали себя в обиду, которые показали, что женщина на троне может быть не менее сильной и благородной, чем мужчина. Если мужчина отдавался кутежам и развлечению, женщина была хозяйственна. Она усиливала свою страну. Она пыталась помочь своему народу. Она вытаскивала из нищеты свой народ. Кёсэм издавала указы, упраздняющие налоги. Она издавала указы для того, чтобы ремесленники, торговцы могли вести свою работу более, скажем, эффективно. Она убирала налоги изначально, когда человек что-то начинал, и брала налоги только после, когда он уже становился на ноги, и у него было свое дело, и он был в состоянии из чего-то платить. Это была умная женщина, вопреки всему. Она знала много языков. Она принимала послов. По сути, она правила империей за все время, пока она была жива и пока она была на троне. Вот, собственно, это, скажем, короткое описание биографии этой сильной личности, которая, может быть, многим непонятна, но непонятно будет только слабым людям. Потому что сильные люди, они понимают и
логику поведения другого человека и как бы причины и следствия, что из этого выходит и прочее, прочее. Чтобы ее понять, нужно не обязательно жить в ее время, не обязательно жить ее жизнью, но достаточно быть сильным человеком, чтобы понять, что приходилось пройти этой женщине одной, не имея ничего, кроме силы воли, кроме знания, кроме интеллекта и огромного стремления не упасть, не проиграть и не обрадовать своих врагов. Я думаю, что она заслужила право оставаться в истории, чтобы ее помнили. Кто как хочет. Кто-то жестокий, кто-то назидательный, кто-то сильный, кто-то волевой, кто-то властный. Неважно. Не так легко и просто оставить свой след в истории. Желающих было много, но очень мало кто этого мог достичь. Всем удачи!